что нужно любому там человеку, обладающему промышленными технологиями? Ему нужно верховенство права? Нужно. Ему нужно, деньги? Нужно. Ему нужна инфраструктура? Нужна энергетика? Нужно labor, то есть труд? Нужно. Сделайте все в свободном доступе, чтобы у него это было. Вот вам промышленная политика. Как бы мистицизм на уровне идей. И в экономике у нас то же самое. То есть мистика в экономике — это нейроэкономика, бихевиористская экономика, институциональная экономика. Это все экономика, которая нарушает базовые принципы науки. Ну что, добрый вечер. Работаем в студии, как все уже поняли. Мы с Ярославом Романчуком. Здравствуйте, Ярослав. Добрый день. Будем говорить про экономику традиционно, потому что у нас экономический день. Экономический день, экономические саммиты, экономические события. Все вокруг этого. Все вокруг этого. Ну, начнем, наверное, что такого начать интересного. Я у вас прочел пост о государственных бумагах, о том, что это просто бумага. Не, ну есть, я говорю, для меня почему натолкнуло, потому что когда в Беларуси выходит закон о ценных бумагах, это вот реально для юмористов, да, потому что в Беларуси ценные бумаги, это как это оксиморон, не может быть такого. Но люди, многие думают, когда вот они приезжают в некую страну тоталитарную, там, авторитарную, в Россию много часто ездили тогда с 2000-х, в Беларусь, что в принципе вот есть парламент, есть президент, есть какие-то ценные бумаги, акции, облигации, и они покупаются на это, как будто это, как вот у них, как в Америке, там, как в какой-нибудь Лондоне, где-нибудь еще. И они воспринимают вот это как будто такой же валидный инструмент. Когда вот Лукашенко в 2022 году, по сути дела, запретил хождение и продажу акций там, почти 2000 предприятий с иностранным капиталом, вот, все стало как бы на свои места. А вы что сюда заходили? Это, что вы здесь делали? Это раз. А потом то же самое он для любителей евробандов, то есть Беларусь опять-таки разместила евробанды, и он решил тоже показать свою интерпретацию долговых инструментов и сказал: все, ребята, там, конечно, доллар и евро, да, но мы будем отдавать вам резаной бумагой в виде белорусских рублей. Кому белорусские рубли нужны, совершенно непонятно, вывоз их тоже существенно ограничен, но вот это такой способ показать людям, что в стране, где нет верховенства права, где не работает рынок, да, где есть какие-то государства, которые тоталитарные, то, что называется ценные бумаги, называется бесполезными бумагами, через которые идет мошенничество, кидалово, разводилово. Вот все, что делает Лукашенко и что делают на самом деле очень многие люди, но можно пойти еще дальше. Если мы опять-таки сравним ценные и бесценные бумаги с деньгами, то есть деньги это что? Многие говорят, да, деньги это кэш, это ценные бумаги. А если сравнить исторически, да, то деньги, которые были на золотом стандарте, это действительно были ценные банкноты и ценные там средства платежа. А то, что мы сегодня имеем, это на самом деле вот и есть это подделка, это, значит, эрзац, что-то. И мы просто настолько уже свыклись с тем, что вот это деньги, это ценно, это все, что мы даже не знаем и не хотим знать, собственно, какими были настоящие деньги. Вот. И поэтому вот такая историческая параллель, она очень важна. И на самом деле вот то, что происходит даже в Америке сегодня с этими облигациями, да, когда банки один за одним складываются, там уже сотни миллиардов долларов, уже по количеству банкротов банков, активов уже больше, чем было в 2008-2009 годах. Так что, ребята, только начинается детоксикация, детокс мировой финансовой системы, в которой последние 15 лет явно и активно руководила спайка или там синдикат, большое государство и большие компании из категории слишком большие, чтобы обанкротиться. Ну, кстати, интересный сюжет смотрел о настоящих деньгах. Нашли при раскопках четвертинку арабской монеты, серебряной с дырочками. И эта история очень интересна в настоящих деньгах, потому что эта монетка, когда в Украину приходили казаки, там, они привозили эти монеты, и когда они были богатыми, они делали своим женщинам, женам манисты огромные. И когда в трудные времена женщина просто отрывала у себя из маниста монетку, пилила ее там на 4 части и рассчитывалась. Четвертинка монетки с дырочкой все равно представляет ценность, потому что она ценность. Да, металл, это то, что можно переплавить, создать, там все что угодно можно делать. Абсолютно верно. Это вот опять
Тысячи лет это было, да, и когда мы пытаемся сейчас вот в наших ограниченных кругах достучаться до людей, эй, люди, государство никакого отношения к деньгам не имело, оно просто пользовалось этим там народным эволюционным инструментом, который люди сами в процессе кооперации, в процессе там адаптации к новым условиям создали, потом оно просто нагло взяло его, национализировало. Ну вот это вот сейчас, возможно, через вот этот очередной кризис, который, безусловно, захватит все больше и больше, мы будем и увидим этот спрос на деньги реально. Хотя вот это как раз то, что я, когда Советский Союз развалился, и одну из первых книг после Human Action Мизиса прочитал «Социализм». Я читал, боже мой, это все про нас. Это вот человек написал книжку в 1920 году, когда и не было еще того социализма, да, и он настолько все четко предвидел, описал, что на книжка, я говорю, 100 с чем-то лет, она абсолютно не потеряла ни капельки своей актуальности. И вот это вот то же самое по деньгам. Теорию денег кредита читаешь, пожалуйста, все, что есть, вот можно интерпретировать и четко объяснять, что происходит. Причем-то даже деньги, неважно было, откуда ты их привез. Здесь же находят деньги и арабские, и китайские, и турецкие, и европейские. И они все имели равное хождение, потому что они имели ценность. Один вопрос, который убивает тут, взрывает мозги местным регуляторам, причем не только в Украине, в Польше, там где угодно, да, когда, значит, давайте легализуем мультивалютность. И такой, как? Ты что, ты хочешь разрушить монополию гривны? Говорю, а у нас гривна за 30 лет у нас когда-нибудь была стабильной, конвертируемой, пользующейся доверием украинцев хотя бы для начала с этого? Нет. Так почему вы против мультивалютности? Так это как будет? Это что, ты приходишь в магазин и в любой валюте можешь рассчитываться? Ну да, говорю, какие проблемы? В чем вы проблемы видите? Это же большие издержки. Говорю, по сравнению с теми издержками, которые дает монополия гривны, которая инфляция там после, вот взять там 22, 23, 24 среднегодовая будет там за 20%, друзья, это просто копейки. Ну, в начале 90-х в Украине была мультивалюта, да, совершенно нормально. Да. И принимали в магазинах и марки, и доллары, и... Ну и каждый магазин уже выставлял, какую валюту он принимает, и это было совершенно нормальный сюжет конкуренции. Никому не было от этого ни больно, ни... Вы же не заходите в магазин, так, у нас сегодня только торты, печенье там, и зефир от Порошенко, и точка, больше ничего не должно быть. Или шоколад там 2-3 узаконенных марок. Когда ты это говоришь, ну да, конечно, так. А в деньгах в чем проблема? Причем бред от монополии на фидуциарную, на бумажную пустую бумагу гораздо больше. Потому что это не только вред видимый в виде инфляции, но также то, что очень мало людей понимает, которые не знают экономической теории, вред в искажении структуры капитала, что гораздо более серьезно. Вот сейчас, когда вот мы говорим про вот даже не Украину, а Европейский Союз, про Америку, про мировую экономику, одна из серьезнейших проблем – это искажение структуры капитала, которая привела к тому, что есть в многих местах мировой экономики те самые там токсичные завалы там из-за malinvestment или misinvestment по австрийской экономической теории, но где они, никто не знает. Ни Джером Пауэлл, я слушал его пресс-конференцию, ни Лагард, глава Центрального банка, потому что это скрыто в гигантском количестве регуляторки, тех стандартов бухучета, аудита, и ты не поймешь, что там ценное, что бесценное. И вот только через банкротство вот такого рода, вот как First, там Republic, там еще один сейчас на очереди, большой крупный там банк. И вот они начнут складываться, как бы банкротиться, и только тогда мы поймем, а что есть плохое. Причем многие говорят, что вот Credit Suisse это только один из многих too big to fail, которые пойдут под банкротство. Там тоже ребята далеко не такие устойчивы. Ну и когда мы говорим, что государственные бумаги вредны, но они же вредны далеко не для всех. Когда ты сидишь в Национальном банке, сам печатаешь валюту, у тебя люди в правительстве, которые сами выпускают бонды и облигации, и у тебя есть коммерческие банки, которым ты можешь распределить деньги и купить эти облигации, а потом продать их государству. И при этом ты еще можешь держать курс фиксированный или снижать его даже. То есть то, что это вообще идеально.
правильно это вот говорят. то, что вы сейчас описали, это абсолютно про Украину 2022-2023. Когда мы говорим про необходимость мультивалютности как способ смягчения удара войны и выхода Украины на траекторию там, быстрого долгосрочного роста, мы говорим про то, чтобы институт денег импортировать для того, чтобы там финансовое обеспечение, для того, чтобы больше денег у бизнеса было, соответственно, меньше издержки кредитования. Но, опять, как у любого экономического процесса, есть бенефициары, выгодополучатели 3% или 1% в зависимости от объема. 0,5%. Ну, это опять концентрация может быть разная, да, и все остальные, те, которые за это все дело платят. И как гиперинфляция была выгодна чрезвычайно тем людям, которые с кэшем заходило по старому курсу, конвертировали, а потом отдавали там 10-ю часть, так и здесь. 25% ставка, ты если покупаешь инструмент, мы уже об этом говорили, да, потом ты регулируешь курс, регулируешь цены, регулируешь все практически, капитал, количество, которое заходит сюда, у тебя просто все, ты казино-владелец, ты крупье, ты игрок, ты всех обставляешь, все остальные в дураках. Причем, когда в отличие от казино, ты можешь туда не заходить. А тут ты не можешь не заходить. Ты сидишь на фронте, там 1 миллион человек у нас в сапогах, на войне, в мундирах. Они же не могут одновременно хеджировать инфляционные риски обменного курса. Так что вот это вот синдикат является аморальным способом залезть в карманы конкретно там 95% украинцев и сконцентрировать богатство в карманах и в ресурсах вот этих самых too big, too important to fail. А правительство, которое, опять-таки, не нужно им ничего реформировать, потому что они спокойно получают дешевый кэш. И вот я когда говорю, ребята, вы понимаете, что в 2022 году расходы государства были на 31 миллиард долларов больше, чем в 2021 году, когда не было войны. Ну, я имею в виду, война была в 2014 году, но вот такой горячей фазы. 31 миллиард долларов больше. На войну потратили 35. Вам не кажется абсурдным фискальная политика, в которой Министерство финансов невоенные расходы в военный год увеличило? И потом спрашивают, а где нам деньги взять? А почему у нас дефицит бюджета 26,5% ВВП? А почему у нас госрасходы 70% ВВП, как в военном коммунизме? И причем вот сейчас то же самое происходит финансирование государственных расходов через государственные облигации, через другие инструменты. А когда мы говорим, ребята, давайте снижать налоги, потому что тут бизнес как бы уже скоро на паперть пойдет побираться, да, или начнет уезжать, я говорю, так у нас все нормально, мы же фискальную политику не можем поменять. И это все узаконивается через МВФ, через разные другие там инструменты. И это вот пример того, как через какие-то фейковые инструменты, через, опять-таки, бесполезные для людей, вредные для страны бумаги, можно создавать себе фейковое благополучие краткосрочно. Ну и при этом тот же Минфин говорит, что чтобы военным платить, увеличить им, вернуть им 30 тысяч, да, 30 тысяч гривен зарплаты, доплаты, которые забрали, нужно увеличить на 4,5, до 4,5% военный сбор, увеличить до 24% НДС, это все будет идти в общую копилку, куда-то там пропадать, и при этом Министерство финансов увеличивает свой собственный бюджет на 430 миллионов, и вообще это никого как-то... И плюс еще Минфин выдает бумагу, в которой пишет, что там нету ни про развитие экономики, ни про развитие бизнеса, про увеличение бюджета, про улучшение качества наполнения бюджета. Ребята, у нас война. А также про увеличение заработных плат налоговым инспекторам, налоговой все. Это все Гетманцев любит. Но, смотрите, когда мы говорим про то, где найти там 6 миллиардов дополнительных денег на эти выплаты, да, вот подумайте, 35, 111 минус 35, это будет сколько там денег будет, да? То есть вы из той суммы, которую вы тратите на национальном местном уровне, да, не можете найти 6 миллиардов для людей, которые год уже полтора скоро будут защищают страну, при этом вы не сокращаете госпрограммы, не сокращаете чиновников, не сокращаете функции, ничего, и 6 миллиардов не можете перераспределить. Вот если бы я пришел в течение месяца, я бы нашел бы 26 миллиардов долларов лишних, просто бы убрал эти функции,
уволил бы этих людей, да, вот, которые просто абсолютно являются шлаком. То есть это вот тот песок в экономике роста, да, который мало того, что он вредит вот, да, данной ситуации, он еще оправдывается, говорит, а чем мы должны 30 тысяч долларов, 30 тысяч там, доплату гривен давать для воинов. А правда говорит, а что сидит там военный в штабе в Киеве, это же не то же самое, что он там в Бахмуте или на линии фронта. Ну тогда этим ребятам увеличится. Какие вопросы? Но если вопрос, это же аморально даже отказываться в том, что, собственно, каким-то образом обещали. Что, ну, либо снижайте дефицит бюджета. 26,5 дефицит бюджета, если взять, не считать вот ту помощь, которую мы получаем, но это же у нас нет бюджета, у нас нет фискальной политики. У нас есть финансовое, там, такое место бюджета, есть просто бухгалтерская ведомость, да, в которой там приход, внутренний, а потом что пришло из-за рубежа. И ты просто вот складываешь денежки и потом говоришь так, ну, Министерство образования не нужно. 8,5-9 миллионов человек уехало, а затраты на 31 миллиард долларов выросли по сравнению с 2021 годом. И никому не кажется, что это что-то ненормальное, да? Они собираются и дальше так продолжать восстанавливать Украину. Ну тогда правильно вот сюжет, что нужно всех там превратить в контролеров, не знаю, в инспекторов. Вот сказка становится былью для чиновников. Ну, всем стать чиновниками. Да. Как в том старом анекдоте о том, что кролики должны стать ежиками. Да, абсолютно Вот верно. просто станьте ежиками, и все. И вот, понимаете, вот когда вот ты говоришь, вот, ребята, ну вот мы, целый мир смотрит на нас, да, восхищается нашей армией, мы боремся с Ultimate Evil, с злом, дает нам, в конце концов, начали давать какое-то более серьезное вооружение и ПВО, быстрее бы давали, быстрее бы закончили, да? Но почему, когда речь идет об экономической политике, когда мы можем пригласить там 10 лучших топ-экономистов мира, которые сделали бы, настроили макроэкономику, я имею в виду монетарную политику, фискальную политику, сделали бы контроль над бюджетом, сделали бы аудит функций государства и сказали, слушайте, ребята, война, ну нафиг вам это нужно? В это время, да, вам не нужно там какие-то вещи, связанные там даже с экологией, с образованием, здравоохранением, там, не знаю. Они, конечно, каждый там кулик свое болото хвалит, да, но в данной ситуации речь о приоритетах. Вот. И эти 10 человек были бы прозрачными, понятными, там вот как бы, ну, общались бы, объясняли, почему это делать. Но у нас же ничего не поменялось по сравнению с тем, что было там с 2000, не знаю, там, ну, я 4 года этих не беру, компания «Слуги народа», да, но последние 25 лет значимых, существенных изменений в макроэкономике нету. Это как будто, знаете, вот нас пригласили нас в высшую лигу поиграть там с Барселоной, с Реалом, там, не знаю, с Манчестером, вот. А мы держимся за свой Металлист, за свою Винницу или за свой, там, не знаю, там, Динамо Киев. Вот у нас самая хорошая методика, у нас самый хороший бюджет вообще. И что вы нам со своими там этими советами будете делать? Это ненормально. Проходит вот Лугано 11-12 мая, в Лугано очередной форум, где будет вообще весь иконостас и бизнеса, там, и все... Они о чем там будут говорить? То есть мне такое ощущение, что вот это они путают две вещи. Первая вещь, это вот, собственно, все, что связано с экономической политикой, где должны быть ученые, экономисты, которые знают, как делать реформы. Это отдельное знание, это никак не пересекается с бизнесом. Да? И вторая категория людей, которые осуждают, это, собственно, бизнесмены, банкиры, страховщики, там, логисты. Все те, которые ну, работают с деньгами, зарабатывают деньги, у них KPI совершенно другой. В Украине первого нету. На поле первого есть юристы, военные, бизнесмены, инфо-цыганы, кто угодно, кроме ученых-экономистов. Откуда тогда браться спросу на Dream Team в макроэкономике? Вот тот, условно, когда мы говорим, Залужный, который должен быть Бальцеровичем, Мартом Ларом, должен быть там Ли Куан Ю, должен быть там, не знаю, Хосе Пинерой. Вот те люди, которые реально понимают, что такое делать экономическая политика. Бальцерович за свою жизнь не заработал ни рубля, там, ни доллара, ни евро. Что? Это же не его работа. Это как Лукашенко мне когда говорил, ты иди колхозом поруководи, тогда я пойму, что ты хороший экономист. Это вот логика точно такая же, только она помноженная на Лугано, одетая в понты и в Швейцарии, а не, собственно, в какой-нибудь Жабинке с Беларуси. Ну, если мы уже перешли там, к международной экономике, давайте поговорим, что в мире-то творится. Вот. Потому что в мире-то на самом деле все не так радужно и хорошо. Но у нас война, мы можем списать там, на войну что-то.
Хотя свободная экономика, и все равно война не война, если бы она есть, то она есть, она работает. Но мир вокруг нас, там войны нет, но проблемы... Знаете, мы приходим к тому, что мир сейчас начинает, он уже вступил в период такой турбулентности, да, когда по-старому объяснять все нельзя, по-новому еще не разрешили и не позволяет старая речевка. И вот я внимательно, как будучи специалистом или любителем по экономической политике, экономической теории, отследил все вот доклады, выступления Международного валютного фонда, которые были представлены 3 доклада. Да? Вот сейчас, 2-3 мая, прошел Growth Summit, то есть саммит об экономическом росте в Женеве, где собрали, то есть Всемирный экономический форум. Понятное дело, там мейнстрим собирается, там тусовка это известно, но даже они, да, не смогли сделать это прилизанным, приглаженным, там все будет хорошо, и мы идем правильным путем. То есть те цели, которые постоянно звучали, там 17 целей устойчивого развития, ESG, там это вот Environment, Sustainability и Governance, да, это все как бы уже тоже звучало, но как бы не так сильно. Я бы обратил внимание на один очень интересную панель, которая на самом деле является для нас очень важной. Я еще обязательно об этом напишу, потому что она такая мировоззренческая и теоретическая. Да? Возвращение государства, новая промышленная политика. То есть вот как бы панель «Знак вопроса», и в эту панель пригласили человека из Ботсваны, министра, человека из Банка развития Южной Африки, декана, значит, экономического факультета из Гонконга. И, еще был один из руководителей Volkswagen, который, собственно, бизнес для того, чтобы там тоже подчеркнуть. Понятное дело, мы там за развитие. И вот они начали с обсуждения очень интересного вопроса. Есть такой Chief Economist Paul, то есть главный экономист ВЭФа. Он собрал 56 человек, в котором есть там и представители Европейского банка развития, и МВФ, и страховой, и банковский, и другой бизнес. То есть, грубо говоря, то есть такая фокус-группа, но достаточно большая, и она репрезентативна с точки зрения мейнстрима того, что представляет Всемирный экономический форум. И вот результаты. Отдельно я хочу ознакомить, чтобы потом вернуться и к нашей теории, и, собственно, к тому, что можно ожидать от экономической политики мира. Да? Так вот, промышленная политика, да, в течение ближайших 3 лет, если она будет проводиться вот так, как она сегодня начала проводиться, да, она усилит геополитическую конкуренцию и напряжение. 90% людей, опрошенных в этом мейнстриме, считают, что промышленная политика усиливает напряжение, да, и приводит в геополитике во всем мире. Да? То есть мы хотим сделать мир во всем мире, чтобы там свободная торговля вроде бы, чтобы ESG и все там под зеленой повестки дня, опять-таки 90, это абсолютно полный консенсус. 74%, да, считают, что глобальный промышленный протекционизм будет проповедоваться всеми, не только США, у них есть свои законы, не только Китай 2025, но также Европейский Союз 74%. То есть эта мода на ручное управление промышленностью, инвестиционными деньгами станет просто доминировать во всем мире, и практически все этим будут заниматься. 70% считают, что такой подход будет душить конкуренцию. Что такое душить конкуренцию? Значит, если ты против меня, я против тебя, а ты против пошлины, а я тогда не тарифные барьеры. И пошло это, собственно, вот, то есть это война не только валютная, но и промышленная, тарифная и так далее, и так далее. 68% считают, что эта промышленная политика приведет к увеличению проблемных суверенных долгов. 2/3, 68%, то есть 100 с чем-то стран приготовиться к дефолтам, к системным и коммерческим, и таким. И представляете, какое количество стран сделает как Лукашенко? Вы хотите, чтобы вам платили в долларах? А не, берите в ремимби, берите в наших туриках, берите в этом. А что вы хотели? Вы же против нас воюете. Вы же не пускаете наши промышленные товары, потому что они не зеленые достаточно. Вы не пускаете наше продовольствие, вы не пускаете наши какие-то промышленные товары и так далее. Это начнется хаос. Это просто трындец. 68% причем, да?
63% считают, что промышленная политика приведет к изменению архитектуры глобальных цепочек производства. 63%. Реалокации, то есть структура производства поменяется. То, что раньше была оптимизация производственных издержек, там, Китай, Бангладеш, Вьетнам, там, не знаю, там, тоже Румыния и так далее, это прекратится, потому что каждая из стран будет защищать себя и не будет пускать товары с этих стран. Да? 63%. И внимание о позитиве только. Вот заметьте, 90, 74, 70. То есть это, ну просто, опять, мы не говорим про даже там сторонников свободного рынка. Нету, просто нету. И те люди, которые понимают, как работают механизмы, МВФ, Всемирный банк, там, значит, Европейский банк развития, страховой бизнес, глобальные эти банки. То есть люди, которые сидят на потоках, и они включены в процессы. И у них безумно пессимистический взгляд на экономическую промышленную политику на 3 года вперед, то есть мы говорим, да? И тут позитив. Только 13% считает, что промышленная политика вот такая увеличит экономическую устойчивость. 13 только по сравнению с 90-75. 20% считает, что, опять мы говорим же про экономический рост, как способ там, нейтрализовать все экономические там, беды. 20% считает, что это увеличит экономическую активность, то есть увеличит экономический рост. Все. Где вообще... еще 39% считают, что это будет драйвером инноваций. Вот результаты опроса той фокус-группы, да, которая предупреждает об опасностях того, что с их точки зрения будет заниматься весь мир. И 3 года, вот на 3 года вперед мир погрузится в хаос, потому что это будет большое государство будет пытаться переключить себя. И когда вот во время этой панели очень интересный спор был между сторонником, представителем Банка развития Южной Африки, который, понятно, чужие деньги делят, да, и ученый из Гонконга, который, когда Банк развития говорит, ну, надо нам не старую промышленную политику, он покритиковал этот результат опроса, говорит, это все про старую. Это когда точки роста были, когда провалы рынка были, когда был cost-benefit analysis, то есть когда издержки там... Это все в прошлом. Нам нужна новая промышленная политика, которая предполагает, и он сказал совершенно потрясающе, facilitated cooperation. То есть это какое-то кооперация, сотрудничество, да, между разными, как они любят, акторами, стейкхолдерами во имя там, устойчивого развития, во имя зеленой там, революции, во имя борьбы с бедностью и так далее, и так далее. То есть вопрос, который там уважаемый банкир с Южной Африки и министр с Ботсваны как бы задавали, старое нам не нужно, нам нужно новое. А новое это что? Ты приходишь к Volkswagen и говоришь, слушай, Volkswagen, у тебя же там хорошие технологии есть, и искусственный интеллект у тебя хороший, и бабла у тебя много. Поделись. Facilitate our development. Дайте нам за ваш счет, мы будем очень даже хорошими партнерами. Поделитесь интеллектуальной собственностью, вашими брендами, вашими сетями. Впустите нас, потому что это же есть новая экономическая политика. Вы что, против? Вы против того, чтобы новое назначение фирмы было, где там нету вообще прав собственности, а есть кагал и колхоз? И такой сидит Volkswagen представитель, говорит, ну да, конечно, но мы же говорим-то про там необходимости и наличия там, и skills, там, и навыков, и инфраструктуры, и всего политически корректного ответа. Я понял, что, ребята, средний палец вам покажу, а не поделимся новыми технологиями. То есть весь Запад, да, во главе там с ВЭФом тем же, они загрузили весь мир тем, что зеленая революция, устойчивое развитие, это все бла-бла социалистическое, которым они окутали весь мир. А когда их партнеры в бедных странах Африки, Азии, Латинской Америки, Европы сказали, не вопрос, бабло давайте, технологии бабло давайте, пускайте нас на свои рынки, допускайте до системы принятия решений, и мы с удовольствием это все мы разделим. Эти говорят, подождите, это вы нас неправильно поняли. И когда они начали возвращаться к этой новой старой промышленной политике, да, вот обещалки, цацалки, да, дурню радость, как говорит, да, они вошли в противоречие с тем, что реально готов сделать этот старый Запад. Это вот тот Запад, который, собственно, вот сегодня представляется совершенно безумным, интервенционистским и своими проблемами. Смотрите, вот когда опять опрос был там, будет ли рецессия в 2023 году? 45/45.
Значит, что будет там, инфляция или финансовый кризис? Значит, все говорят, надо бороться с инфляцией, о чем, собственно, подтверждает вот решение ФРС, решение ЕЦБ о повышении ставок. Значит, будет ужесточение доступа кредитов, значит, не будет этого пузырей этих венчурных, зеленых и так далее технологий, которые под эти банки брали черт знает сколько бабла, да? Значит, условия из развивающихся стран будет выходить капитал, а не заходить туда, потому что что там делать? Мы и сами можем делать при помощи роботов то, что там современных роботов, AI там, или там 3D на принтерах. И это будет кидалово, которая устроит развитые страны бедным, которых подсадили на социалистические эти риторику, да, а в конце концов показали им просто средний палец. Это мне напоминает такая историческая параллель. Помните, когда в 68 год, когда французы захотели золото взамен за евро-доллары, а американцы сказали, sorry, какое золото, вы что? Это никакого золота. То же самое здесь. Когда приходят эти там ООН, там Всемирный банк, МВФ, там вот ВЭФ, и говорят, да, конечно, мы с вами вот на панели, мы там одну землю делаем, дайте нам технологии, дайте мне вот это, и мы не будем тогда уголь там жечь, не будем там добывать нефть, не будем промышленность старую делать, мы согласны на новую, как Индия говорит, дайте нам не вопрос, дайте нам сколько там, 500 миллиардов долларов, и будет вам всем счастье. Вопрос, а кто за это все заплатит, если банки складываются, если правительство в европейском, в зоне евро, по-моему, госрасходы там под 45%, 49%, по-моему, а долги уже 100% ВВП превышают. То есть эти наелись этой политикой сами, они будут уходить от нее. Но просто если, например, там в Европейском Союзе с 40 тысяч евро ты упадешь там до 30, это, конечно, будет больно. Но 30 все-таки это не голод, это не разруха, это, конечно, есть куда подниматься, потому что у тебя инфраструктура есть и все. А когда бедные эти в долгах, как в шелках, и не без технологий, и без рынков, потому что каждый будет заниматься протекционизмом под видом промышленной политики, и вот мы начинаем такое продолжительное, вот я жду, кто из западных лидеров скажет магическое слово «перестройка». Ну, тут же понятно, что на всех рассчитано не было. Кредиты давались не для того, чтобы были страны богатыми. И если мы видим там толпы беженцев, с которыми борются в разных странах, то, казалось бы, логичный вывод. Если люди к вам бегут, то, наверное, у них в стране плохо. Да-да. Может быть, сделать так, чтобы у них в стране было просто не так плохо. И они, любой человек, людей, которые готовы переселяться куда попало, без денег, без ничего, их достаточно мало. Но если люди массово бегут, значит, там что-то не так. Нужно там поправить. Причем десятилетиями, не то, что там ладно, год один такой. Десятилетиями. Есть страны, из которых люди постоянно убегают, потому что у них тяжело. При этом правительство у них живет достаточно нормально, они там делят, пилят, все у них хорошо. Может быть, как-то по-другому. Но... В каждой из стран 1-3% населения живут великолепно, никуда им не хотят уезжать, и даже там в неблагополучной там тоталитарной Беларуси 3%, что в Северной Корее это может быть 1%, но все равно живут, или в Нигерии, или в той же Ботсване. Это вопрос абсолютно предсказуемый. То есть, знаете, даже тоталитарная система вот и какие-то вещи делает технократически хорошо. Ну и что? И даже вот Аргентина, да, при всем тотальном бардаке, связанном там с идеологией, с экономической политикой, но они же выиграли чемпионат мира по футболу, правильно? Футбол играть умеют. Да, футбол играть умеют. А где-то дети красивые, поэтому по-разному бывает. Но с другой стороны, вот этот весь развал, он же приведет к замечательной штуке, к мультивалютности долгов. То есть, когда люди начнут говорить, что вот мы вам можем юани отдать, хотите юани? Не хотите? Это не так просто. Это же, опять, это вот то, что подвергает сомнению существующее там международное право вообще.
Потому что вот сейчас, кстати, вот когда даже русские хотели, индусы хотели говорить даже Россию, да, чтобы они переходили там на рупий. Те отказываются, потому что, ну это же тоже бумажки, да. Там, Рубли против рупий, это рупий. две одинаковые бумажки. Да, одинаковые бумажки, то есть, ну, поскольку это там, я думаю, что это монопсония, когда ты, получается, там чуть ли не олигополия или монополия под покупателя, то у индийцев было желание, ну, есть еще Китай. Если бы Китай с Индией скооперировались, сказали рашистам, типа, да, либо так, либо никак, я думаю, что они там и уговорили бы такие это все. Но вот, понимаете, вот тоже доллар в резервах, доллар в активах, доллар в расчетах. Не так-то просто его туда сковырнуть. Надо, чтобы было такое солидное, да, которое было реальной альтернативой. Любые фидуциарные, там, фиатные платежные ресурсы не подходят, потому что за ними ничего нету, кроме там какого-то, опять-таки, центрального банка непонятно, с чиновниками и все. Поэтому вот я жду, когда вот это вот... Что такое перестройка? Перестройка – это возврат к настоящим деньгам, к настоящей свободной торговле, к настоящему свободному экономическому пространству. Опять вспомним нашего любимого Мизиса: если не товары не пересекают границу, то это делают армии. Вот у нас мы воюем, и в этом плане, вот опять вот историческая, может быть, роль, теоретическая, опять подчеркиваю, роль Украины, когда у нас есть великолепный вот такой моральный авторитет в мире, что мы воюем с этим злом, и мы можем какие-то правила игры предлагать. Я не говорю, что мы можем навязывать, нету возможности такой, но предлагать экономику развития, взаимоотношения с другими странами, потому что вот после вот этой войны мы победим, в этом нет никаких сомнений и у нас, но тот срач, который будет между Западом традиционным и бедными странами, которые в долгах и не смогут, это будет просто вот развал этой, как это, Вавилонской башни. Вот второе там, или третье реинкарнация. Потому что, ну вот, тогда Советский Союз развалился, мы тут там ползали, не понимали, где находимся. А это будет гораздо масштабнее. И тут китайские мафиози и партийные руководители вместе с какими-то другими. Это будет, знаете, вот формирование банд государств и одновременно мафии мира, которые будут делить мир и получать его опять под свой контроль. А альтернатива является именно вот те режим свободного рынка, который мы там Тэтчер предлагала, который там Мизис предлагал в начале 20 века. И поэтому я думаю, что это шанс на ренессанс вот тех идей, научных, настоящих научных идей, которым мы придерживаемся. Ну, постепенный же захват идет теми же китайцами. Китай захватывает Африку потихоньку, делит ее вместе с бандитами из России. Да. Тот же Судан, это там, то, что происходит в Судане, там россияне поддерживают своих пацанов, отправляют туда. Там, в Центральноафриканской республике там тот же Вагнер, который держит золотые рудники. Да. И эти вот бандитские, то есть государственные... золото делают, золото, знает, что делать. И опять же санкции против русских алмазов не существует. И санкции против ЮАР и Родезии в качестве алмазов никогда не существовало. Не было. Антверпен всегда держал марку открыто и говорил, что мы, нет, никогда. Алмазы и золото, вы что? Это же святое, это же свободный рынок, для каждого. Пролетарский товар. Алмазы — пролетарский товар главный. Ну, опять же, Советский Союз в свое время распродал огромное количество золота и бриллиантов для того, чтобы рассчитаться за заводы, которые строили американцы. Причем, заметьте, как только Украина понизила цены на сельхозсырье, скажем так, вот общее в Европе, только в Европе, только 1 год, сразу же все бросились запрещать, не пускать, потому что как это так, огромная наша сельхозполитика, даже воюющие Украине не дали возможность это сделать, понимаете? Причем я вот постоянно, я уже не первый раз, я уже со всеми в эфирах объясняю, что количество зерна, которое Украина смогла поставить грузовиками в Европу, оно мизерное, это вообще ни о чем. Потому что третий, четвертый раз говорю одно и то же, потому что один балкер, это от 15 тысяч до 260 тысяч тонн. Один балкер, который вывозит зерно. Один грузовик вывозит 30 тонн. 30 тонн, да. Ну, то есть вы сравните балкер и грузовик. Там же приплыл русский корабль с украинским зерном, разгрузили, в том числе там какие-то мафиозные криминальные структуры. Вот и все. Но я говорю, что люди сегодня в таком режиме, вот вам важнее там благополучие там 20 агробаронов,
либо то, что все по цепочке будут получать очень дешевый хлеб, булочки, круассаны, макароны и все-все-все. Да есть куча способов переработать, есть хранение. В чем проблема? Где ООН, которая там грозилась, все, там голодная Африка, Латинская Америка, там 5 миллионов голодающих детей там умирает. Где вы, эй, чиновники? Или просто только болтать любите под дудку рашистов, а как только надо вопросы решать, так сразу их и нет. Нет, ну, конечно, их нет, но это же не входит в их обязанности. Ну, любой чиновник, у него же задача совершенно... Опять же, говоря про ксиологию, у чиновника есть свои задачи, у него нужно удержать свое место, нужно оправдать свою зарплату. Он не может говорить то, что от него... И вообще, мы, знаете, когда мы начнем выздоровление с этого всего, да, вот катарсис, это вот когда мы начнем отходить от порочной геополитической методологии гигантских глобальных вещей, и в конце концов поймем простую аксиому. Только человек действует. Не бывает макроэкономических там субъектов. Это концепция, это фигуры речи. Фигура речи там Китай против России, Россия против этого. За этим стоят конкретные люди с конкретными интересами, механизмами. И чем больше будет распорядителей чужого, либо в Китае, либо в Америке, либо в Европе, тем вот эти армии будут сталкиваться лбами в защиту или там в продвижении каких-то интересов. А когда у нас все будет децентрализовано, сведено, там, вот поделено, как Десота говорил, там, если в каждой в бедной стране у каждого будет четко определенное право собственности, плюс 7 триллионов сразу же. Это там 30 лет назад было, да? А сегодня это будет, может, там 20 триллионов. Так вот, где? Вы хотите благополучия? Или вы хотите геополитические игры, футурология, там это все лженаучная чушь, да, которая поглотила и ВЭФ, и все. Причем, заметьте, как вот идет конфликт между севером и югом. Да? Вообще, что такое север, что такое юг? Никто не определил. Англосаксонский мир, Ватикан. Я слушаю. И причем это все делается на каких-то очень серьезных, больших информационных площадках, пускают этих инфо-цыган, да, просто люди, которые ни разу не в суть явлений не входят, да, и они там корабли бороздят, знаете, как это вот гадалки, шаманы, там, не знаю, карты Таро, карты там Саро, это, бредятина сплошная. Мы живем вроде бы в мир, когда науки, мы тут на Марс летаем же, да? У нас тут еще, искусственный интеллект нам может помочь. Одновременно, вот это вот то, что Рэнд писала. У нас там, Аполлон, помните, написала, там, пустили, там, тогда полетел на Луну, да? И одновременно, но дремучая, там, такая вот, как бы, мистицизм на уровне идей. И в экономике у нас то же самое. То есть мистика в экономике, это нейроэкономика, бихевиористская экономика, институциональная экономика, это все экономика, которая нарушает базовые принципы науки. Наука, экономика, я еще ставлю знак тождества, имеет в нашем мире только как бы один эквивалент. Австрийская экономическая школа, которая строго соблюдает все каноны науки. И когда вы хотите понять, что происходит, обращайтесь к ученым. Настоящим, а не тем, которые там бороздят океаны, у них футурология, математика, физика в одном флаконе, а экономика это так, там, постебаться по поводу того, какой будет курс, какой будет там инфляция, какой будет темп экономического роста, и собрались там, что в Украине, что в Брюсселе, что в Лондоне. От этого прогноз-то, или там, прогноз не становится научным. Это просто собирается, вот знаете, как какая-то международная сеть любителей игры в танчики. Команда Украины, команда этого. Но это же не наука, никто же не претендует на то, чтобы это называть там наукой. То же самое здесь. Люди, если вы начнете думать, хотя бы думать о том, что макроэкономика это шаманство, тогда вам проще будет принять вот те вещи, с которыми мы живем и в которых мы работаем уже много-много лет. Ну это же скучно. То есть думать о том, что во все, то есть каждый маленький предприниматель влияет на развитие, рассказывать людям, что я карандаш, то есть вот рассказывать вот эти все связанные вещи, это скучно, а тут же красиво, геополитика, север, страны Океании, страны глобального Востока, страны глобального Запада, англосаксы, китайцы. Там. Да, я представляю, причем это все выбирается совершенно так абстрактно. Ну, это как... Вот какие-то большие красивые числа. Кто кому, все. Да. Я представляю, как сидит такой папа римский Франциск, и он даже у него
в мозгах нет, что он в какой-то геополитической игре. Даже если Банк Ватикана там что-то отмывает, хер с ним, пусть отмывает. Но это же причем тут вообще геополитика и влияние англосаксонского мира. Вообще, это фантастика. Ну, Папа Франциск, тут Банк Ватикана, он же не просто отмывает, он же еще за свои деньги, к сожалению, выступает. И пытается тут изображать из себя миротворца и посмотреть в глаза Путину все время. Ну, это, понимаете, это... Если, опять же, это дело личности. Маленький человечек, который оказался в условиях, который очень старый, больной, которого легко купить. На чем Россия вещественно играет? Россия играет на чем? То, что все люди говнюки, и все зависит от цены. И все одинаковые. Все одинаковые, все зависит от Байден цены. 80+, Франциск 80+. Этими старичками, которые там, может быть, они даже не со зла, может, они не куплены. Но когда ты изучаешь психотип, ты понимаешь, что из всех прочих он справедливость выберет, мир выберет. Он просто в той парадигме, которым рашисты еще, развивая советские традиции, давным-давно научились управлять. Вот и все. Да, тут, конечно, живем мы в таком мире. Но мне, понимаете, порадовало, что вот это вот саммит роста, да, что даже там они не смогли четко провести эту свою линию. И когда профессор Гонконгского университета четко сказала, когда вот ей сказали, ну вот смотрите, Китай же, он такой был крутой, потому что промышленная политика, говорит, хей, говорит, смотрите, Китай развивался, потому что не было никакой политики, был свободное отношение. Пытались партийные руководители что-то делать, там, и протекционизм, и все, но capacity не было никаких инструментов, рычагов. Поэтому, когда вот человек из Китая, ученая, говорит людям с Африки, что успех Китая – это свободный рынок, а никакой там не протекционизм, эти сидели и заткнулись. Типа, не-не-не, мы же имеем в виду новую промышленную политику, а новая, она должна быть не такая, как старая. Вот, но это был шикарный момент, потому что многие в Украине до сих пор там эту чушь нам, людям в уши продвигают, что и Китай, и Турция, и значит, Америка в там, 19 веке, все страны стали богатыми благодаря торговому протекционизму. Вот эту чушь надо просто развенчать раз и навсегда. В Китае интересно, что это же все стало... Законы-то в Китае в тот момент, когда в каждом дворе стали шить джинсы, там, майки и продавать их в ближайшую там, Россию, потому что куда было угодно, рядом. Куда угодно. Забрасывать, возить там, в ближайшие страны, там, в Пакистан, где их брали. Качество было так себе. Да? Но оно явочным порядком. Законы все равно были коммунистического Китая. Законы все равно запрещали этим заниматься. Но явочным порядком миллионы людей просто стали заниматься этим делом. И правительство ничего не смогло с ними Причем сделать. самый интересный момент, когда она вот сказала, эта дама, вот, ученая, да, что да, действительно, в 2015 и дальше Китай четко взял курс на экономическую вот эту промышленную политику там, этого. При этом он радикально ухудшил позицию по долгам, он радикально увеличил государственные расходы, он загнал себя в ловушку вот этого кризиса недвижимости. То есть Китай, который был рост там, под 7-10%, это рост за счет того, что он не лез на уровень микроуправления, да? А как только начал лезть, он сам себе выстрелил в обе ноги. И китайская автомобильная промышленность, несмотря на то, что они собирают там, автомобили западные, там СААБ, собранные в Китае, все равно остаются СААБом, но китайские автомобили остаются китайскими автомобилями. Там есть когда-нибудь, может, динамика качества, да? Например, они сами говорят, что там тотальный провал. Сколько десятка миллиардов долларов утопили в самолет, там, эти, гражданская авиация. Фотовольтанические эти плиты. Это было хорошо для всех, которые начали покупать это. То есть провал за провалом, провал за провалом. Китай, где там партия, где там все руководите. И тут приходят там отдельные украинские эксперты, да, из категории инфо-цыгане начинают, вот наш 12 стратегических направлений, мы вот и зеленый водород, и зеленые автомобили, и зеленое то. Ребята, вы с экономикой как наукой дружите? Вы вообще дружите с экономическими данными? Послушайте, ладно, нас не слушайте, мы тут австрийцы такие отпетые, да? Но послушайте, пожалуйста, ученых с вузов, которые знают, что такое вообще, эмпирику знают.
есть огромное количество материала. Причем, я же не говорю даже там от Института Каттона, Института экономического анализа. Идем, Peterson Institute of International Economics, это абсолютный мейнстрим, да? Они проанализировали там промышленную политику США за последние там, 50 лет. Нейтрально. То есть нету никакого эффекта. В Америке, где тратили там мизер, да, все равно нету эффекта. DARPA, да, какие-то проекты есть, и не более того. Значит, Япония, темпы экономического роста где были. Никакого значения не имела промышленная политика. Южная Корея, просрали кучу денег, там, и опять-таки то, что вышло, это, ну, из совершенно других факторов, да. Тайвань тот же. И все равно говорят каждый раз, там нужна промышленная политика. Потому что те люди, как-то говорят вот сейчас, они настроены на одно, не на быстрое там, долгосрочный темп экономического роста, а иметь доступ к деньгам, которые придут сюда, там, как они говорят, сотни миллиардов долларов. И вот я, когда, может, в следующий раз будем анализировать то, что происходило в Лугано 11-12 мая на украинском форуме, и посмотрим, какая там была повестка дня. Там кто-нибудь хоть заикнулся про экономическую свободу, про научный подход, про... Вот когда я говорю, вот сегодня эти вот из-за торгового протекционизма этого дичайшего, да, это же шанс. Вы делаете страну, которая открыта на деньги, имеет прекрасную, простую налоговую систему, конкуренцию регуляторки, стандартов. Вы делаете там возможность покупать землю, инфраструктуру, строить дороги, чай, какие угодно. Делайте. То есть это вы делаете новый Запад, который давным-давно там уже не существует. И вы сразу получаете безусловное конкурентное преимущество. С Китая люди начнут уходить. Африка это тоже не подарок. Там тоже хватает этих разных баронов, там Нигерия и все прочее. Люди начнут переводить свои деньги сюда, потому что издержки будут меньше, стабильности будет больше. Сделать английский суд, который не будет украинским, а будет международным. И все. И вот там за 15 лет будет совершенно другая страна. Возможность уникальна. Вот, ну, кто-нибудь смотрел из чиновников саммит роста в Женеве? Или только я один такой ненормальный, который отслеживает все, что происходит в мировой экономике? Чиновникам некогда. Ну, да. Некогда, у них дел много. Но визуализация с деньгами очень простая. Деньги это как вода. Если вы у себя, то есть они растекаются ровно... Да? По земле такой ровным покровом. Если вы у себя вырываете просто ямочку, она стекает вся к вам. Все очень просто. Хорошо, ямочка это просто открытые рынки. Да, вы открываете, пускаете денежки, и они к вам приходят. А вся экономика это деньги. Чем больше у вас денег в экономике, тем больше... Это форма капитала разная. Причем, говорю, деньги это одно, капитал, я имею в виду, да, нематериальные активы это другое. Это же как бы технология. Опять, если мы говорим про промышленную революцию, там многие говорят, нам нужно, вот какие вам сектора сегодня выбрать. Люди, в Украине, это опять аксиома, никогда не было национальной независимой структуры производства капитала и занятости. Никогда. Вы будете воспроизводить осколок Советского Союза? Зачем? Или что? Или вы хотите опять похоронить кучу бабла, потому что вы будете опять не то, что там к текущей войне готовиться, а к позапрошлогодней войне готовиться. Так же нельзя. Хотя бы включите ученого хотя бы на секунду для того, чтобы не навредить своей стране. Ну, для государственного чиновника это ж не хоронить бабло. Да, это осваивать бюджет. Осваивать бюджет, да. Освоение бюджета – особое искусство. И вот поэтому там создается вот это вот международный консорциум, международный наблюдательный совет, который будет следить за тем, куда вкладывать деньги. Опять вот конференции проводятся, какие сектора перспективные. И опять звучит энергетика, звучит там инфраструктура, звучит сельское хозяйство. Все, 50-60 лет назад то же самое говорили, только в другом контексте. И что? То есть опять чиновники хотят опять это вот грубейшее непонимание разницы между экономическим анализом, экономической наукой и бизнес-планированием. Я в бизнесе, конечно, если я в бизнес, я вижу, что я могу там претендовать на кусочек там 300 миллиардов долларов, которые придут ко мне. Я нарисую тебе любой бизнес-план. Я скажу, что я самый активный сторонник 17 целей устойчивого развития. Я скажу, что я буду в засос целоваться со всеми подписантами Парижского соглашения про зеленое там что-нибудь. И все. То есть это же грубо издержки
ставки минимальные, а ты получаешь потом там миллиарды долларов, становишься на выходе очень даже богатым человеком. А страна тебя не интересует, потому что ты купишь домик там в Дубае, либо в Монако, либо ну, где захочешь, там и купишь. Где нравится, где Да. видишь. Хорошо, будем заканчивать. Но вот просто напоследок мы все время упоминали слово промышленная политика. А что это такое? Это же тот же самый, на самом деле, хрен, что геополитика. Это ж... Промышленная политика, просто- то есть много, это можно просто отдельную передачу сделать, потому что есть огромное количество фактов. То есть я когда мне душа про эту промышленную политику говорю, слушайте, вот есть такое, если вы создаете, что нужно любому там человеку, обладающему промышленными технологиями? Ему нужно верховенство права? Нужно. Ему нужно, значит, деньги? Нужно. Им нужна инфраструктура, нужна энергетика, нужно labor, то есть труд? Нужен. Сделайте все в свободном доступе, чтобы у него это было. Вот вам промышленная политика. Вы-то зачем? Промышленная политика — это не то, что ты там собралась, 15 чиновников, пригласили 15 там своих идеологов, аналитиков, вот, и говорите, так, давайте мы выберем точки роста. И сидите, в носу колупаете, и выбираете точки роста. Потом предоставленный список согласуете с Goldman Sachs, Blackwater или еще какой-нибудь подобной международной структурой. Они говорят, так, у нас есть это. Давайте мы вот это утвердим законом там или каким-нибудь приказом или указом, и будет нам всем счастье, потому что на выходе мы заработаем там 15 миллиардов долларов. Причем неважно, будет ли толк с этих промышленных проектов, потому что есть такая мегаорганизация страховая, которая все застрахует. И в случае даже провалов эти ребята все равно получат свои деньги. Все это хорошо для этих распорядителей, потребителей чужого, украинских и международных, кроме есть один козел, за это все кто платит. Это украинский народ. Да. Украинский народ, к сожалению. Это надо признать. И 2005 год ничему не научил. 2014 ничему не научил. Война ничему не учит. Поэтому, друзья, мы вам призываем поменять тумблер, вот отключить совок и включить науку. Я говорю, мы не говорим, призываем из метро к либертарианству. Это уровень высокий, как бы, мышления, концептуализации, подготовка нужна. Но включите здравый смысл науку для того, чтобы избежать вот тех ловушек, которые наставили вам товарищи из Лугана, товарищи из Вашингтона, товарищи из Брюсселя, товарищи с тех около олигархических структур, которые другого не видели для себя, потому что это их бизнес-план, это их бизнес-модель. А этот не бизнес-модель Украины. И у каждой бизнес-модели есть свой выгодополучатель Абсолютно со своей верно. фамилией, именем, Да, отчеством да. и банковским счетом. Абсолютно верно. Причем хорошим счетом. И это не англосаксонский мир, это там не римский клуб его, там непонятно какие-то масоны и все прочее. Конкретно вот люди, которые вот можно всегда найти, кто значит, нанес Украине вред налоговыми декларациями. Конкретно по фамилиям, кто голосовал за это, кто предлагал это, вот, и кто, например, может торговать правом разблокировки. Вот они бенефициары. Сколько их будет? Ну, там, 0,01%, может быть. Ну, еще те люди, которые пользуются там правом первой ночи и в любом случае получают НДС, даже ничем не торгуя. Вот, как то же самое говорит, что если, например, вы торгуете зерном, которое не учтено нигде, да, то вы потом получаете 20% НДСа, можете плевать на это зерно, там, может продавать его за бесценок в Польше, где-нибудь еще, потому что ваша прибыль – это возврат НДС. Ну, ладно. Будем на этом сегодня заканчивать. Обо многом поговорили, хотя, кстати, при фасилитационной экономике тут же самое интересное, кто фасилитатором там. Да, конечно. Например, фасилитация кооперации, это же шикарно. Это шикарная штука. Шикарная штука. Ты же всегда можешь нафасилитировать такого. Это же приятная вещь. Друзья, но это на самом деле как и фалоимитатор. Нужно реальные вещи иметь. Да. Все, будем на этом заканчивать. Всем спасибо, кто нас досмотрел. Думаю, что было полезно. Может быть, даже кто-то узнал для себя что-то новое. Кто-то будет недоволен тем, что мы сегодня были недостаточно радикальны. Друзья, мы реально, это самое главное. Мы приглашаем к диалогу. Да, мы пытаемся пригласить к диалогу. Ну, кстати, в Верховной Раде, как я узнал, некоторые депутаты нас даже смотрят. Ура. Да. Мы можем даже сделать такое, знаете, как вот бывает такое, большая конференция, да, и сидят два человека, а тут вся Верховная Рада, мы можем для них это устроить.
Вот. В общем, тех, кто нас смотрел, тот молодец. Кто еще не подписался на наш канал, не молодец. Поэтому подписывайтесь, чтобы нас смотрело как можно больше людей. Вы можете подписаться и дальше больше не смотреть. Будь молодцом, подпишись. Подпишись, да. Ставьте комментарии, лайки, дизлайки. Короче, как-то коммуницируйте, задавайте вопросы, мы будем на них даже отвечать, если они у вас будут. Чтобы мы так не моноложили постоянно. Поэтому можете в комментариях задавать вопросы, и мы на них ответим. Поэтому спасибо, Ярослав. Спасибо Спасибо, большое. кто нас смотрел. И до встречи в следующий раз.